Большие панды почти исключительно вегетарианцы. 99% их рациона состоит из бамбука, остальное приходится на другие травы и иногда на мелких животных. Их плотоядное наследие плохо приспособило их переваривать жесткий бамбук, и поэтому пандам нужно ежедневно есть на протяжении от 10 до 16 часов, чтобы получить достаточное количество питательных веществ. Они редко заводят детенышей, как правило, рождается один детеныш, который остается с матерью до 3-летнего возраста. Таким образом, в дикой природе самка панды может в лучшем случае рожать каждые 2 года. Этот показатель медленного разведения в сочетании с кажущимся нежеланием размножаться в неволе способствовал тому, что численность панд сократилась, если еще учитывать, что человек продолжает выживать из мест их постоянного обитания. Они находятся под угрозой утраты мест обитания, что вызвано сельским хозяйством и лесной вырубкой, загнавшей их в отдаленные горные регионы, где они теперь обитают. Большая панда находится в красном списке Международного союза охраны природы. Их размножением в неволе занимаются в основном специальные центры, расположенные на территории Китая. У большой панды очень мало естественных врагов. Только несколько животных способны охотиться на панд: шакалы, леопарды и желтогорлая куница, родственник ласки, которая иногда поедает детенышей панд. Большие панды одиночные и мирные животные, которые обычно избегают конфронтации. Но если побег невозможен, они, конечно, будут сопротивляться. Также они могут нападать, если вы их спровоцируете. Агрессию больших панд можно заметить по опущенной голове и взгляду, направленному прямо на соперника. Было проведено исследование, в ходе которого были изучены 3 случая нападения больших панд на людей в Пекинском зоопарке с сентября 2006 по июнь 2009 года, чтобы предупредить людей о потенциально опасном поведении больших панд. Во время первого случая мужчина был пьян. Он прыгнул в клетку большой панды и попытался погладить ее. Возможно, большая панда пришла в бешенство или испугалась и серьезно ранила человека. Во время борьбы, после того, как укусила мужчину, она не отпускала ногу, даже несмотря на то, что потерпевший несколько раз пытался освободиться из пасти животного. Только благодаря смотрителю зоопарка жертва смогла высвободиться от укуса большой панды. Во втором и третьем случае мужчины проникли к пандам, которые их покусали за руки и ноги. Травмы были серьезны, поэтому пришлось сшивать мышцы и брать лоскут широчайшей мышцы спины, чтобы скрыть дефект. Эти 3 случая ясно показывают, почему панда отнесена к семейству медвежьих и способна атаковать людей, когда испытывает ярость или испугалась, хотя обычно они очень нежные. Атаки больших панд редки, и во время клинического лечения используются почти такие же методы, как при атаках других животных. Вот еще 2 последних нападения. 1 марта 2014 года панда забрела в деревню в городском округе Лунань провинции Гансю. Местные жители пытались поймать животное только для того, чтобы оно покинуло их земли. Местный житель, которому было за 60, сообщил: «Я работал на дому и видел много людей, бегущих в мою сторону. Оглянувшись, я увидел преследуемую панду, покрытую грязью. Поскольку животное увидело, что мужчина перегородил ей путь, она укусила его за ногу и держала до тех пор, пока кто-то не набросил пальто. Панда скрылась. После рассказывали, что видели ее, как она бродит в горах. Местные жители доставили раненого мужчину в больницу, которая была более чем в 10 километрах от места происшествия. На следующий день он перенес 7-часовую операцию по восстановлению сломанной кости на ноге и разорванной вены. Он провел в больнице 2 месяца и пережил 8 операций по восстановлению ноги, но так и не выжил, несмотря на то, что ему финансово помогали разные организации. В конце октября 2016 года в зоопарке китайского города Наньчан парень перелез через ограду и приблизился к спящему самцу панды. 120-килограммовое животное по прозвищу Мэй Линг проснулось и схватило человека за ногу. Парню долго не удавалось освободиться от хватки 12-летней панды. Он пытался бороться с ней на земле, а панда продолжала сидеть на нем сверху. Попытки подружиться с пандой поглаживанием по спине оказались безуспешными. В конце концов ему удалось вырваться из объятий панды, и он быстро побежал к выходу. Все это можно увидеть на видео. По словам очевидцев, его брюки были разорваны, но человек не пострадал. Панды – это в первую очередь медведи,
а потом уже милые плюшевые животные, и поэтому повадки и нрав у них, как и у других представителей семейства медвежьих. Поэтому не стоит недооценивать больших панд. Они действительно способны нанести серьезные травмы людям. На этом все о пандах. Подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи. Всем пока! We'll buy and buy.